получается, что русский — это твой 8-й язык? Думаю, что да. Так. Should I hold the... Нет, нормально все. Хорошо. Выловили мы Андриану. Madre mia. Can I use foreign words or just Russian? Just Russian, please. Только русский. Только русский. Давай, начнем с самого главного. Представься. Привет, меня зовут Андриана, я из Македонии. Мой родный язык македонский, это славянский язык. И я начала изучать русский язык несколько месяцев назад. А на каких языках ты говоришь? Я говорю на македонском, на английском, французском, испанском, португальском и чуть-чуть на итальянском и на сербском. На сербском. В общем, получается, что русский — это твой 8-й язык. Думаю, что да. Думаю, что да. Ты сбилась со счета. Да, но это очень сложный язык. Сложный язык, да? Я думаю, что для меня испанский легкий. Самый легкий? Да. Самый легкий был испанский. Ты думаешь, что русский сложнее, чем все языки, которые ты изучила до сих пор? Да, и мой родный язык славянский язык. Славянский язык. Да. Македонский и русский, естественно, в какой-то степени похожи, но есть также различия, да? Например, в падежах у вас нет падежей. Нет. То есть это, наверное, одна из самых сложных задач для тебя, это привыкнуть к падежам, да? Нет, слушай, нет падежей. Но в сербском есть падежи. В сербском есть падежи, но отличается с русского. Например, от русского. Например, на сербском, на улице, на русском, на улице. То есть ты просто глотай окончание, и все будет хорошо. Да. Такой language hack. Значит, первое — это падежи. Это твоя первая трудность, да? Я сейчас не знаю, как изменять слова по падежам. По падежам? По падежам. Ну, давай, я хочу выучить, изучать. Хорошо, падежи. Что еще? Произношение. Мне нравится слушать. Слушать, например, подкаст, потому что произношение тоже очень сложно, очень отличается от македонского. У меня влияние на македонском влияние, македонского языка. И я, например, не знаю, где ставить ударение. Молоко. Млеко. Спасибочки. Спасибочки. Подожди, в македонском ударение падает на определенный слог, и ты можешь предсказать, на какой слог падает ударение, а в русском такого нет. Очень легко на македонском, потому что всегда на третий слог с конца. Да. С конца. Третий слог с очень конца. Легко, а если два слога, то значит на второй с конца. Да. Это очень помогает с произношением, и это очень важно слушать русский язык, когда только начинаешь, потому что именно вот из-за этой проблемы с ударениями. Что еще отличается от твоего родного языка? Падежи, произношение. Слова. Например, ложные, как сказать false friends, ложные друзья. Так, сейчас скажу. Ложные друзья переводчика. Ложные друзья, да. Очень много. Их очень много? Очень, например, вредность. Вредность, я знаю. Да, на русском это harmfulness. Harmfulness, basically. На македонском это value, worth. Вредность. Это сложно. Для меня вредность позитивная.
value. Да, нет. То есть нужно еще как бы изменить, так скажем, мышление, как ты думаешь, да, и не путаться в таких вещах. Это тоже довольно сложно, мне кажется, да. Ты, значит, сказала, что твоя главная мотивация для изучения русского — это читать Достоевского. Давай не ври, давай. Не только Достоевского. Ну еще и Есенина, да? Есенина, Толстого, ага. Мне нравится Чехов. Чехов, он крут, конечно, да. Чехов крут. Ясно. Ну, хорошо, а что еще? Вот смотри, у тебя есть в окружении, ну, кроме меня, да, у тебя есть друзья, которые говорят по-русски? То есть это, наверное, тоже тебя мотивирует, да? Да, у меня есть друзья из России, из Украины, из Казахстана. Ага. И они говорят по-русски. Для меня иногда это очень сложно, потому что они используют сленг. Ты мне сказала, что ты смотришь стендапс? Да, мне нравится русский стендап, но сейчас я не могу понять очень много. И тоже мне нравится канал In Simple Russian. И другие. Спасибо. Другие каналы. Очень много контента. Контента много, потому что много контента на русском. На Ютубе. На Ютубе. Да, но мне тоже нравится слушать музыку. Музыку, смотреть фильмы? Я не смотрела много. Как так? Я тебе присылала список фильмов. Да. Ну, я тебе рекомендовала «Москва слезам не верит». Очень хороший фильм. Что еще? Мой любимый фильм «Служебный роман». Что у нас еще есть? Ой, думаю. «Ирония судьбы» или «С легким паром». Вот тебе 3 фильма. Топ-3. Вот тебе домашнее задание посмотреть вот эти 3 фильма, да, очень крутые фильмы. Надоело тут сидеть, пошлите куда-нибудь в другое место. Пойдем в бразильский бар. Пить капирошку. Почему капирошку? Потому что это Бразилия и Россия. О, Господи. Капирошка.